Всем привет, Динара Сафина, Данил Медведев. Даня, матч непростой, но, наверное, есть какие-то моменты, за которые ты можешь себя похвалить и сказать, я был неплох, либо все так тяжко? Они, наверное, на самом деле есть. Я, в принципе, с задней линии играл неплохо, к сожалению, теннис. Не только из этого сделан, но с задней линии я играл неплохо. Мы, в принципе, старались с командой, готовились. До конца не получилось, но были проблески хорошей игры, и, к сожалению, просто это не вылилось в комплекс хорошей игры. То есть это были только проблески, а для победы над топ-игроками этого недостаточно. Ты тоже топ-игрок? Ну да, но это когда проблески у топ-игрока, это недостаточно. Нужно, чтобы была цельная игра. Ну вот я смотрела твой полный матч, и вот первый сет, было очень много таких моментов, и я считаю, что для меня ты был фаворитом, да? И вот как ты считаешь, что вот именно чего не хватило? У тебя подача не работала, прием, может быть, или просто это не сложились, вот как, можно сказать, во втором сете он там шейк сделал, да, и он попал в линию на брейкпоинте? Да все вместе, столько деталей, мне кажется, я бы мог тут стоять и час рассказывать, что было вот это вчера, позавчера, месяц назад. Но если вкратце, да, подача нужно было подавать лучше. И как я вот только что сказал, подача меня подвела, на самом деле я подвел подачу, это же я подаю, поэтому тут как бы, нужно было подавать лучше. Нужно было не делать двойных. На тренировках у меня двойных нету. В матче что происходит? Попробуем найти. То же самое, да, на приеме были какие-то мелкие моменты, мелкие ошибки. Где-то ему чуть-чуть, может быть, где-то повезло. И все это в сумме как бы 6-4, 6-3. То есть, в принципе, результат матча логичен. И нужно было просто делать все чуточку лучше. Ну вот впереди еще 2 матча, надеюсь, будет больше матчей. Скажи, что бы вот тебе хотелось изменить или вот как ты считаешь, непростые матчи, но просто хочется, чтобы ты его играл, елки-палки, вот что бы ты изменил? Да, если честно, сам не знаю пока. Буду завтра, обычно между матчами я тренируюсь так, в лайт-режиме по часу. Завтра потренируюсь подольше, попробую еще поподавать подачу, что-то, попробовать какие-то новые, скажем так, вариации. Посмотрим, как они сегодня сыграют. Не хочу не давать никаких предсказаний, но посмотрим, кто будет соперником следующим. Конечно, в идеале нужно выигрывать оставшиеся 2 матча, или, по крайней мере, стараться выигрывать один из них как можно легче. Посмотрим, надеюсь, что смогу найти какую-то искру, которой сегодня 100% не было. Дань, завершение. Ты знаешь, вот ты всегда, когда выходишь и играешь, вот ощущение, какой бы ни был счет, ты все равно можешь зацепиться и вернуться. Но кажется, во второй партии ты немножко это чувство потерял. Права ли я? И в какой момент ты уже ощутил, что матч, он ушел, уходит? Я ощутил это 3 недели назад, потому что, скажем так, это, опять же, слишком длинная история, но у меня складывается ощущение, что уже там в течение, я не знаю, 2 лет, но если говорить конкретно там в течение 3 месяцев, я борюсь с чем-то, что не зависит от меня, и я люблю бороться, но я устал. И вот 3 недели назад я сказал тренеру, я говорю, я выхожу на тренировочный корт, у меня никакого вообще ни желания, ни удовольствия. Нет желания, оно у меня всегда есть, желание прогрессировать, желание стараться, окей, идем там справа поиграем, слева поиграем, подачу подаем, но желание играть в теннис такой, какой он сейчас есть, у меня мало. И я очень стараюсь, скажем так, с этим бороться, и это когда я выигрываю там 3-сетовые матчи, играю там, не знаю, четвертьфиналы, полуфиналы мастерсов. Но здесь и в Берси я его чуть-чуть потерял, и я не уверен, что я его найду в этом году, но попробую, посмотрим. То есть это больше работа для тебя сейчас, теннис? Нет, это тут ни при чем. Это именно удовольствие от самой игры, потому что как это сказать, чтобы не говорить про одно и то же.
монотонность. Вот. Ну да, вот меня спросили на пресс-конференции прям, не удивило ли тебя, что Фриц сегодня вот в розыгрышах так там все доставал, бегал, и вы играли длинный розыгрыш, и он их даже выиграл. Нет, не удивило, это уже 2 года мы играем в такой теннис. И если в 2019-2020 году я мог выигрывать матчи 6-2, 6-2, то сейчас это просто невозможно. Я должен, да, бороться вот с Кобыли, последний матч, который я помню, наверное, самый легкий просчет, 6-3, 6-2. Но это было 2 часа, это были только длинные розыгрыши, а сейчас другого тенниса и нет. Как бы если у тебя нет силы, как у Алькараса, Синера, по стоячему мячу бить и разгонять его, то ты играешь монотонный вот этот теннис, туда-сюда, никакого даже уже тактики нет. Я выхожу на матч, нету тактики, просто ты играешь уже куда попадет. И, ну, сегодня я не был готов к этому идти до конца. Дань, во-первых, спасибо тебе за искренность. Во-вторых, мы хотим тебя здесь еще увидеть, вот на этом месте. Ну, еще будет 2 матча-то минимум есть, но я попробую что-нибудь сделать, посмотрим. И, Динара, тебе тоже, с дебютом тебя, кстати. Спасибо большое. Друзья, Даня С Медведева, дебютом. да, мы отпускаем.